Я приветствую вас, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Козерог на канале Астро Инспирационе. Таро прогноз, таро расклад. Что случится, что произойдет в ближайшее время с 1 по 10 июня. Давайте с вами узнаем, каковы события, а возможно и неожиданности в ближайшие дни. И, конечно, у кого-то может проиграться не обязательно с 1 по 10, а сроки могут растягиваться. Вторая половина июня нам, так предполагает астрологически быть более динамичной. И у кого-то это произойдет раньше, у кого-то чуть позже, у кого-то вопросы сами по себе, которые требуют времени, так ведь тоже бывает. И на колоде 78 дверей, колода метафорических карт. Мы достаем 3 карты. Открытые двери или закрытые. Где потребуется от вас осторожность. А какие двери буквально перед вами распахиваются? Вот давайте будем узнавать. Мои дорогие козероги, что нам как знаки судьбы подскажут карты, что скрывает будущее, а мы сейчас будем с вами это узнавать. И на второй колоде золоченое таро, чедро-аркетип, неожиданности. Поэтому зададим конкретный вопрос. Что вас удивит? И следующая карта, соответственно, с кем это все будет связано? Неожиданности, удивления. Может быть, и что-то прояснится. И, соответственно, опять же продолжаем последовательно, логически. А что будет продолжено в течение июня? Давайте будем, к чему все идет, да, вот как мы спрашиваем. И что будет меняться? Может быть, это не буквально в первые дни, но в принципе какая концепция меняется. По основным сферам жизни. Если первый, как 3 знака судьбы, здесь больше работа, бизнес, достижения, или я не знаю, может быть, там тут еще что-то подскажут. Но вот именно личная жизнь, что ждет козерогов. И, конечно, финансы, что ждет, достанем карту Таро на деньги. Июнь, да, вот самое начало, и где-то продолжение следует. Итак, первый знак. Что же тут, какие тайны нам раскроют? Какую-то тайну вы узнаете, хочется сказать, именно в этой колоде. Посмотрите. Двери закрытой нет, открытый грот. Но пока ты в него войдешь, ты должен как будто принять вот этот ледяной душ, водопад. Где-то карта говорит, будь готов на всякий случай к неожиданностям. Не факт то, что ты увидишь, тебя это прямо восхитит. Но движемся мы к этому в хорошем настроении и с какими-то такими приятными эмоциями. Но, по крайней мере, вот какому-то такому, неожиданному, может быть, и ледяному душу нужно быть готовым. С чем это связано? Но здесь могут быть предложения. Может быть, да, вот тут не замечтаться, это факт. То есть, в принципе, энергия, вот июнь начинается, и я должна сказать астрологически точно так же. Я хочу вас пригласить на свой сайт, ссылка будет в описании под видео. У меня уже давно опубликован именно прогноз астрологический для всех знаков зодиака. И будет ссылка в описании, перейдите, прочитайте, подсказок будет больше. Ведь иногда эта карта, мы говорим, карта вора, карта обмана. Хотя тут мы и сами обманываемся, судя вот именно по 78 дверей, да, вот этой колоде. Девушка рисует открытую дверь взамен реальной, которая сейчас закрыта. Есть элемент иллюзорности, что мы что-то упускаем, мы чего-то не видим. Вы во что-то верите, но это вот оно немножко не так. В реальной жизни тут нужно что-то переиграть. Вот как этой девушке, художнице, неформалке, нужно не эту дверь рисовать, а встать, подойти, открыть именно в реальную дверь. Здесь могут быть такие, как и персоны, все-таки карта предупреждает, не замечтайся, да, вторит тому, что я уже сказала. Может быть, и некоторые дела от вас потребуют совершенно новой активности, ваших новых методов, новых действий, факт. Вот смотрите, может быть, кто-то воспринимает даже прежнюю историю, неважно, у кого-то по работе, у кого-то, может быть, и по отношениям. Может быть, и что-то завершилось. Или что-то стремится к завершению. Но вы как будто этот порог перешагнули. У кого-то это может быть связано с работой. Пусть даже если рыцарь кубков, вам ведь тут что-то могут предложить. Договаривайтесь тогда на берегу. Имеется в виду, что все нужно просчитать. Или понимать, на что вы можете рассчитывать. Потому что, есть какая-то иллюзорность. По рыцарю кубков, знаете, это то, что хорошо начинается, но и вроде нас вдохновляет,
Но это еще не гарант того, что точно так же это продолжится. И часто по этой карте сложный выбор, который мы, может быть, как выход из создавшегося положения ищем, и мы его находим. Но вот мы, как этот человек, нет закрытых дверей. А эти двери вы в состоянии открыть сами. И вполне вероятно, это у кого-то ситуация, правда, по работе. Может быть, и в личной жизни должен состояться какой-то важный разговор, когда вы для себя тоже должны прояснить какую-то историю. Вообще, какая сфера жизни? Что-то я тут не совсем понимаю. Вы как из какого-то минуса, вам как по судьбе создать плюс, радость, счастье. А может быть, это какие-то прежние отношения, к примеру, да? Это то, что уже сложилось на сей момент. Может быть, и выбор у кого-то. И нам говорят, да тут, в принципе, все уже завершилось. Может быть, это вы оставляете как будто, да, вот в этом прошлом, за этим порогом. Вот в части несбыточных надежд или каких-то даже собственных иллюзий, когда вы как проморгали что-то, может быть, и верили чему-то, кому-то, но, скорее всего, тут что-то не пошло. Мои дорогие любимые козероги, здесь, может быть, я не исключаю, может быть, и какое-то дежавю. У нас время с вами такое, что могут возвращаться бывшие. Или можете вы сами кого-то возвращать, или стечение обстоятельств сводит двух людей. Я вот это тоже не исключаю. Все встречи, события, обстоятельства, они где-то не на воле случая или случай не случайен, скажем так. Но ведь эта карта, посмотрите, рождение чего-то нового. Здесь может быть какая-то очень восхитительная история, которая даже с тем, что нам знакомо, начинается заново. Хотя, вполне вероятно, это все равно нам говорят, это что-то не прежнее. Значит, даже если это где-то связано, как я сказала, с бывшими, или пусть это у кого-то по работе ситуация, да, когда вы тоже вроде как вам или предлагают, или вы возвращаетесь к какому-то проекту заново, но это все равно с чистого листа. Вот этот порог уже пройден, и теперь будет все по-другому. Вообще тут что-то стремится к радости, так и хочется сказать. Тут есть повод для того, чтобы с оптимизмом смотреть в будущее. Второй знак судьбы. Ну, это точно. У кого-то решение вопросов по части дома, жилья, может быть и денег. Я не говорю, что вы буквально вот решите, хотя кто-то может решить в июне, ну, может быть, на протяжении июня. Значит, где-то с начала июня есть к этому предпосылки для кого-то. Эта поддержка будет и семьи, вот так тоже, как знак судьбы. Вас, да, тут как поддержка железна, семьи, ваших близких или людей, которые вас любят, мои дорогие. Те, кто, возможно, вас поддерживал прежде, и даже в тех ситуациях, которые будут для вас сложны. Потому что по рыцарю жезлов, да, это вот как рыцарь скачет на своем коне, точнее, тут он такой спокойно едет, но чаще это огненная энергия, это скорость, мои дорогие, по этой карте скорость, когда мы, возможно, должны даже пересмотреть свой график. Мы планировали заниматься одним, а тут это надо будет оставить или перенести на какой-то срок и включиться совершенно в другой вопрос. И вот перед рыцарем как будто вылетает птица или из заброшенного храма, или из какого-то помещения, но явно древнее что-то, да. Может быть, это то, что как запустело. Поэтому это какая-то действительно история, связанная с прошлым, как будто возвращается. И с этим нужно что-то делать. Вот вы это проигнорировать не можете. Какая-то дополнительная информация, возможно, вам приходит по той истории, которую вы знали. У кого с чем, не обязательно это, если десятка пентаклей, это будет связано с семьей, с личной жизнью. У кого это будет, это как способ заработка. Ну, значит, есть какой-то проект или есть какая-то новость. А у кого-то именно и личная жизнь. Ну, хотя карта императрицы. Мои дорогие мужчины, это может быть какая-то женщина, которая для вас очень важна. Любимая женщина, хотя может быть руководитель научного проекта. Кто-то пишет диссертацию, может быть и так. У кого-то это мама. Мы все абсолютно разные. Козерогов смотрит много, но у каждого своя судьба. Мои дорогие девочки, здесь может быть история вот именно лично с вашим благополучием. Это ваши планы на будущее. Но для всех, для каждого из вас. Ведь эта карта, если мы берем как архетип, это очень ресурсный человек раз. Второй момент. Это вопрос статуса. И у кого-то вопрос статуса через работы,
Или вопрос статуса, ну, работы, должность. У кого-то, может, и учеба заканчивается, вы готовитесь, да, вот уже как новый специалист. Но у кого-то это может быть, правда, вопросы статуса по личной жизни. Для кого-то и вопросы дома, приобретения, может быть, недвижимости, может быть, и переезда. Тут такое тоже может проигрываться. Поэтому карта в целом говорит: рассчитывай сам на себя. Значит, вы не только ресурсный, но вы имеете какие-то ниточки, сферы воздействия. Вы сейчас можете что-то изменить к новому качеству жизни. Для вас июнь, даже если присутствуют какие-то неожиданности в вашей жизни, но это все к добру. К тому, чтобы вы смогли осуществить какой-то свой проект. Я могу предположить, кстати, для вас, мои дорогие девочки, что какая-то история, да, вот если мы говорим бывшая, может быть и правда по личной жизни есть какой-то запутанный узел. Здесь может быть как новость даже от того человека, пусть вы с ним на расстоянии, к примеру, я такое могу тоже предположить. И, может быть, вам придется рассмотреть в июне, как какое-то предложение или новость поступит. Но вас это чем-то заинтересует. Или это будет для вас как вариант решения, может быть, жилищных вопросов. Может быть, это вопросы по вашему статусу, ну вот как через оформление документов, подписание каких-то важных бумаг. Но может быть и денежная история. Я от этого тоже не исключаю. Или, мои дорогие мужчины, вы тоже будете пытаться вот через такие энергии, но с какой-то женщиной продолжить общение. Но здесь больше что-то такое рациональное. Хотя я не исключаю, что присутствует и ваше страстное желание именно либо быть с этой женщиной, либо решить свой вопрос. Третий знак судьбы. Но, видимо, если какие-то вопросы будут решаться чуть быстрее, будь готов, Козерог, к тому, что что-то может как быть рутиной или напоминать регламент. Я имею в виду, что может быть как оформление документов, или вам придется проводить какие-то согласования, на это тоже уйдет определенное время. Может быть, и буквально вы будете готовить пакет целых документов. Так у нас бывает. Для одной бумаги нужно еще каких-то 10 подготовить. С чем это связано? Вот смотрите, вам какое-то, скорее всего, очень мудрое решение, аркан-отшельник. Причем старший аркан. Мудрое, потому что у нас философ изображен. И вам придется, ну как, вот есть фраза, да, в русском языке, пораскинуть мозгами. Ну, я надеюсь, все правильно понимают мой сленг и мои какие-то поговорки. Ну, по-другому и не скажешь, потому что тут именно мудрое решение по какому-то затянувшемуся вопросу вам придется однозначно принимать. Аркан отшельника – это карта независимости. И правда, вы что-то такое узнаете, вот посмотрите, вроде и двери закрыты. И наша девушка, тем не менее, телепортируется. Для кого-то из вас это будет правда какая-то или новость, которую вы узнаете случайно. И вам придется что-то передумать. Причем передумать мудро. Возможно, вопросы вашей независимости, когда есть и выбор. Вот, кстати, я такое тоже не исключаю. Может быть, это какая-то ситуация очень запутанная, которая стремится к разрешению. Тогда примите к сведению, что разрешение будет, но это может быть не тот эквивалент, как вы это предполагали. Поэтому отшельник – это тот, который надеется сам на себя. Ну и где-то карта подсказывает, да, снова нам говорят, есть тут такой момент, может быть, некоторые вопросы и быстро будут происходить, но будь готов, Козерог, к тому, что не все вопросы будут решены молниеносно. Вот эта дверь, как будто аркан умеренности, не откроется, пока вот ты не наберешь кувшина. Может быть, согласование, может быть, и какие-то бюрократические, ну вот как регламент, или когда ну, нужно для одной бумаги еще каких-то там массу собрать, или когда ожидать приходится важный документ. Ну вот что-то такое. Вполне вероятно, тут, знаете, как два старших аркана вам говорят, что у тебя что-то получится. И я вот должна сказать, у нас же, смотрите, у нас ретро-Плутон. Ретро – это обратное движение, это некоторое замедление. Ретро-Плутон
Вот этот планетарный транзит, он у нас с 19 мая начался и продлится до середины октября. И нам говорят, это уже астрология, это не про карты, что вот какая-то тема, которая у вас так, знаете, как на острие или кумулировалась, может быть, в мае, она будет постепенно, ступенчато решаться в течение лета. Поэтому явно есть какой-то вопрос, который может именно так и проиграться. Или с документами, или с договоренностями, или с учетом каких-то внешних событий, новостей, обстоятельств. Ну, такой знак судьбы. Что вас удивит? Деньги. Есть возможность заработать. Есть возможность заработать, есть возможность через деньги тоже сменить статус. Вот конкретно. Есть возможность поменять работу с учетом всего. Но тоже гибкость потребуется. Может быть, и не так быстро это осуществится. Но, в принципе, удивит возможность сама по себе. Или ресурсность ваша тоже может удивить. Но это, смотрите, нам говорят. Все же мы смотрим июнь. Девятка выпадает. Девятка – это всегда по нумерологии как преддверие перемен. То есть деньги к вам приходят. Но вот что удивит? Будь готов, Козерог, что у тебя что-то в последующем будет меняться. А что это такое? Что же там будет тогда? У вас по части денег будет какое-то известие. Может быть, вы узнаете. Иногда это карта доброй трансформации. Я ее так и называю. Но ведь это сама по себе карта скорости. Когда мы получаем, может быть, известие, получаем какой-то важный документ, или когда мы понимаем, это тоже как озарение, инсайт, назовите как угодно, что в наших руках вот есть одна какая-то возможность, а другой нет. И нам тут выбор какой-то будет невелик, мои дорогие. Но ведь это добрая трансформация, и если мы говорим независимость, вот у вас, похоже, задача, как отстроить собственную независимость, но это где-то перекликается с финансами точно. Как и известие, как и информация, как и, возможно, предложения, как какие-то договоренности. Туз Пентаклей всегда свидетельство о том, что это как с чистого листа. Я не исключаю, что у кого-то это может быть не совсем чистый лист, а какая-то предыдущая, прежняя история. Но она как с правильной ноги идет. Или она более для вас в каких-то правильных, мудрых энергиях, что ли, выстраивается. Пусть это, опять же, финансовая тема. Но когда тут есть какая-то реорганизация, реструктуризация, и это именно потому, что зависит это, может быть, от внешних обстоятельств или получения какого-то документа. Может быть, меняются законы, может быть, меняются ну вот как ситуация, в которой вы находитесь. Возможно, это и по работе что-то меняется. И тут ничего нам не остается, как себя перестроить. Но для вас это все во благо. Не упустите какой-то момент, хочется сказать, потому что удивит. Ну все же, давайте раскроем. С чем, с кем это будет связано? Это может быть связано с решением конкретного человека. Или это новость сама по себе, которая вас радует. Поэтому вот такая добрая трансформация, которая в конечном-то итоге, ну, смотрите, тут не расслабишься. Два рыцаря кубков. И когда в моих раскладах выпадают две одинаковые карты, да на разных колодах, значит, это буквально такой, знаете, знак судьбы, как красный сигнал. Говорят, будь внимателен. Потому что, да, есть элемент и вот этого холодного душа, который нам вот как рыцарю попасть, чтобы пока он там дойдет или попадет в этот грот, ну, значит, мы можем столкнуться с тем, что для нас будет совершенно неожиданно. А что же будет продолжаться до конца июня? Ну, давайте откроем. А тут все равно вот две такие кубковые карты очень добрые. Для кого-то из вас, может быть, эта история связана с вашими детьми, даже взрослыми детьми, но все же, к чему все идет? Тут может быть такой момент, когда вам почему-то захочется отказаться. Или вы услышите новость, а вы кому-то можете не поверить. А для кого-то из вас это, посмотрите, еще один старший аркан вам выпадает. И он нам говорит, что ты правда делаешь какой-то выбор, может быть, в начале июня, Козерог. И я могу, конечно, по этой карте предположить, что да, и я говорила, да, аркан умеренности. В чем-то будут задержки. Может быть, вы будете, что будет продолжено в июне.
Козероги вы люди рациональные, и поэтому, и практики вы хорошие, поэтому кто-то из вас просчитает последующий период буквально по дням, ну, по неделям. Что вот делаю одно, потом другое, а тут, скорее всего, так не пойдет. Вам неизбежно придется корректировать планы именно потому, что что-то как зависает. Или это не по вашему желанию, а именно обстоятельства так складываются. Но вы как будто вот от этого ожидания можете разочароваться, или вы можете даже что-то передумать. И я не исключаю, что вы можете столкнуться с человеком карта мага, который тоже вроде что-то пообещал, а потом, ну, как-то себя ведет непонятно, странно. Но можно предположить и по-другому. Три старших аркана у вас выпало. Тут есть какая-то концепция, которую вы не можете изменить, которая к вам приходит через людей или, опять же, через обстоятельства. И это то, что будет продолжено в июне. С одной стороны, что-то зависшее. Может быть, карта мага будет говорить, что есть такой человек, да, у него свой интерес. Маг– великий практик. Но то, что он задумал, может быть, ему и выгодно. Потому что выгода присутствует по магу всегда. С другой стороны, аркан мир вам как сбрасывает какие-то барьеры, открывает какие-то возможности. Узкий фарватер, по которому вам придется пройти в июне. Давайте так подытожим. Он будет у вас вызывать много сомнений. И мысли будут полярные. С одной стороны, что-то вас будет радовать, вдохновлять, вселять надежды, а что-то будет напоминать о прежней истории, когда ничего не менялось. И постоянно будет где-то сомнение, а в принципе, нужно этому верить или нет. Нужно ли мне это продолжать? А как будто других вариантов нет. Вот именно придется договариваться с теми, кто, ну, пусть даже имеет к нам определенный интерес. Или взаимодействовать с той обстановкой, которая вокруг вас присутствует. И будем, конечно, с учетом аркана мир, надеяться, что все стремится к миру. Потому что где-то и карты подсказывают, что это раньше была какая-то зависшая история. Возможно, от тебя, Козерог, потребуются вот эти новые энергии, все переиграть. Как будто по повешенному этот человек сам себя перевернул, вообще смысл карты, чтобы увидеть что-то с другого ракурса. Но когда он меняет уже жизнь, переводит ожидания в действие, как будто на 180 градусов происходит разворот. И посмотрите, раньше нам казалось, что человек как прикован цепями. Если мы внимательно посмотрим, нет прикованности. И цепи совершенно не держат. Они как будто в воздухе завершаются. И человек наш танцует. Вокруг, кстати, пентакли. Ну так вот, что-то похожее. Может быть и правда какая-то ваша ситуация, которая где-то будет граничить с вашей независимостью, а деньги– один из способов взаимодействия с миром и исполнением ваших желаний на долгий период. Это как план какой-то максимум, который вы к нему, или так сложится событие, или вы к нему приступите именно в июне. И это ведь мы вам смотрим, поэтому вы сами будете тоже магом и волшебником. Что будет меняться? Ну, вот это ваша карта. Вот из какой-то неразберихи вы будете отстраивать порядок. У кого-то, кстати, все по Венере. И у нас прекрасный транзит Венеры и одновременно в июне Юпитера. И если мы с вами говорим по Венере, это планета малого счастья, это в целом благополучие, это финансы, любовь, вопросы дома, личной жизни. А по Юпитеру планета большого счастья, когда это может проигрываться в возможности подписать какие-то документы. Вот, возможно, у вас в июне вот какой-то такой период тоже может быть. В той или иной сфере жизни. У кого-то работа, у кого-то и личная жизнь. Я не исключаю. Возможно, это будет связано с какой-то поездкой. Или та поездка, которую вы будете планировать. Вот тут и у кого-то этот момент тоже может быть. Но все стремится к стабилизации, хочется сказать. Вот к этому порядку. Может быть, как новая организация жизни вам тоже предстоит. И тогда это ведь та, которая умеет сказку сделать былью. Значит, если есть сегодня такие возможности, обязательно применит их королева Пентаклей, потому что она нацелена на свой план. Но это очень
добрый человек. Это очень надежный человек. Может быть, и для вас. Мы не будем привязываться к полу карты, что у нас королева. Может быть, это конкретная персона. Если мы спросили, да, что будет меняться? Ну, именно через взаимодействие с каким-то человеком, а у него в жизни тоже происходят перемены. Но это тогда каким-то образом будет оказывать влияние и на вас. Личная жизнь, давайте узнаем, что ждет. И, конечно, первое значение, которое приходит на ум — марафонский забег. Лет 10, а то и больше по этой карте проходит. По этой карте проходит помощь близких. Или помощь, даже пусть это не близкие, но какие-то доверенные лица. Или даже то лицо, которое, ну как человек, может вам оказать содействие. К примеру, если вы хотите решить финансовый вопрос, то вас может человек выручить деньгами. Если вам нужно решить какую-то запутанную историю по бухгалтерии, документам, то как будто у вас тоже будет такой человек. В вашем окружении он уже как будто есть. Вам тоже нужно вычислить его, потому что сам он не придет вам с предложением. Но тут может быть, и для кого это необходимо, внимание, как будто тут вы найдете такого человека в вашем окружении, который вам приходит на помощь. Может быть, это и складываются так обстоятельства. Именно по личной жизни что-то здесь у вас не решится очень быстро. Возможно, вам придется пройти какой-то путь. Но иногда и по этой карте, мои дорогие козероги, ведь это самый медленный рыцарь, тут правда. Вы можете столкнуться с таким человеком или с какой-то историей, может быть, даже в личной жизни. Когда у вас такое будет впечатление, вот тут мы говорили, что ну вот почему-то я не верю, да, вот не бывает, проигрывается, как апатия, вот 4 кубков, потому что уже был какой-то опыт. Так вот по этой карте расчетливые люди тоже идут. Итак, в личной жизни что ждет? Возвращение какой-то истории заново. Иногда это может быть далекие родственники, ваше ближайшее окружение, люди, с которыми вы давно не виделись. Может быть, это карта ностальгия. Но тут не про ностальгию, тут про реализацию. Вполне вероятно, правда, у кого-то проиграется, что, ну, прежняя история даже, которая больше, может быть, или какой-то период, была в виде воспоминаний. Я не исключаю, что, опять же, либо вы кого-то возвращаете, либо человек возвращается к вам. Я могу и по-другому предположить, что вы можете с кем-то познакомиться. Тоже такое я не исключаю. Но тогда сказать, что как-то мы торопимся, я не могу. Здесь определенная радость в личной жизни присутствует. А для людей семейных, для тех, кто в паре, тут что-то все равно интересное будет с элементом новизны. Но и не только здесь о чувствах. Именно в этой колоде. Так вот, Чаромаркете прорисовал лучезарная дельта, как будто дает нам подсказку. Неважно, какие фазы Луны, тебе нужно предвидеть на пару шагов вперед или приготовиться на какую-то дистанцию. Но и очень хороший момент. Рыбы золотые, а рыба – это 2 момента. Это путешествия, переезды, или пусть это много каких-то мелких поездок будет у вас, активность будет сама по себе, ну и деньги. Поэтому тут и на личную жизнь где-то с элементом финансов интересная история. А что же в финансах ждет? О финансах вам финансы, много работы, карта рутины, да. Но это одна из лучших карт в колоде на деньги. Наступает как будто время, нам показан ресурсный человек в дорогих одеждах. И посмотрите, уже какие-то есть наработки, да. Наделал наш человек много пентаклей. Он много знает, много изучил. Может быть, это для кого-то и опыт, или конкретно много знания. Но вот почему-то, видимо, так увлекся, опять же, рутина, что заросли паутиной, как и пентакли, так и вот эта стопка книг. Наступает время, как будто смахнуть пыль. И вот эту паутину всего того, что вы знаете, умеете, и переложить это в какую-то новую дистанцию. Может быть, и для кого-то это совпадет со сменой работы, оформлением, или когда смена статуса, опять же, да, или когда вы только задумаетесь о том, что я буду строить карьеру. Но если на деньги, одна из лучших, повторюсь, карт в колоде. Ну, мне нечего сказать. И вот, кстати, 10 пентаклей. Опять же, 2 карты, если выпадают одинаковые в одном раскладе и с разных колод. Согласитесь, 78 карт.
Ну, выпали именно 2. Ну, такой себе случай, который не случайен. Ваше благополучие в центре внимания. Но если про деньги, правда по нарастающей. Было 8, стало 10. Но для кого-то это будут, тоже можем сказать, вопросы жилья. И в июне деньги есть, деньги будут. Значит, тут есть какой-то прогресс. Причем прогресс и на личную жизнь, и на деньги тоже. Вкладывайте на себя, мои дорогие любимые козероги. А я благодарю вас за то, что вы смотрите мои видео, за ваши искренние добрые комментарии. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, читайте публикации на моем сайте, подписывайтесь на мой телеграм-канал, и все ссылки будут в описании под видео. А я вас люблю, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.